Выбери правильный момент, создай правильное эхо, и тогда все будет уничтожено. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Liquid Gold. Верхняя позиция Humanity, стандартная армия ГЛА. На нижней позиции Big Size, супероружие США. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Big Size и Humanity сошлись во втором раунде в рамках мировой серии. Любопытный получился матч. Одну из игр мы сегодня с вами посмотрим. Ссылку на трансляцию оставлю в закрепленном комментарии под видео. Реплея с участием Humanity у меня на канале еще не было, а вот Size напротив частый гость. Но это и не удивительно, так как я фанат этого парня. Думаю, вы будете довольны этой игрой. Счет 2-3, либо Humanity сравнивает его, либо Size увеличивает преимущество. Ну что ж, дроп направо дозера, отменяется здесь рабочий, соответственно, норку уже здесь дать не получится, отмена позиционки. Слева под захват вышек прибежал Big Size, захват уже, между прочим, изучен, побежал подрывник отменять рейнджера, но рейнджер отступает. Size контролирует этот момент и, кстати, стартовал без продажи командного центра. Пока только два сапплая, электростанция и казарма. Казарма ставится справа, также как раз таки близко к этим самым вышкам, спамятся рейнджеры, также Size готовит захват справа, также рейнджер прибежал, скоро все вышки будут уже у СВГшника в активе. Разбегаются ракетчики, как раз таки вышли из норки и по домикам просто рассаживаются. Рабочий пока стоит, подрывник прячется обратно. Что же касаемо Humanity, то же самое, готовит захваты. Есть уже военный завод и, я так понимаю, выходит первая техничка, взял лычки в повышение. 4 подрывника готовы, нужно ехать что-то подрывать. Техничка направо, отмена ракетчика и блокировка казармы. Ну все, сейчас уже наспамить отсюда, естественно, ракетчиков не получится, пока эта техничка здесь стоит, нужно ее уничтожать. В центре по-прежнему позиция за Humanity, захватывается вышка и поехали две технички в бой, причем какая-то из них должна была быть с подрывом, но подрывники опять так на месте и стоят. Захватывается вышка на мейне. Две технички поехали направо, но там занят домик. Big Size уже об этом позаботился и прибегает Ребель, будет вышку захватывать. Скорее всего, кстати говоря, Ребель приехал вот на этих самых техничках. Ну, в какой-то из них. Пробивается дозер. В принципе, две технички должны этот дозер ликвидировать. Никто им не мешает, а ракетчики выйти не могут, потому что технички просто блокируют казарму. Да, по всей видимости, дозер будет уничтожен. И, кстати, Humanity вышку-то себе захватывает. Если, конечно, дозер успеет отменить этот момент, слушайте, вполне вероятно, что не удастся. Да. Ребель все-таки закрывается, а вот, наверное, тот самый подрыв. Да, подрывники, видимо, сели как раз-таки в эту течь, и течь едет как раз-таки под вышку, и вышка, скорее всего, сейчас скажет просто «до свидания». Да, минус вышка. Техничка возвращается. Здесь по-прежнему блокировка казармы. Дозер поехал вперед. У Сайза есть командный центр, поэтому Дозерхант ему не помеха. По-прежнему продолжается такая атака, некая война такая за эти самые вышки справа. Что же касаемо левого фланга, здесь уже Humanity поставил себе ресурсный центр. И Сайз захватывает вышку слева. Все-таки удается. Вышка на мейне захвачена. Справа вышку, напоминаю, подорвали. Что же касаемо военной мощи. Да, спамятся здесь хаммеры, ракетчики. Пока нет филда и нет стратегического центра, но для СВГшника это такие, наверное, жизненно необходимые постройки, ведь там будут альфа-авроры. И это будет очень даже хорошим таким оружием в борьбе против ГЛА. Техничка поехала обратно на мейн и устанавливается дворец заводов. Кстати, уже два сапплая продолжают качать. Справа также дал норку Humanity, соответственно, есть защита. Хаммер справа. Скорее всего, там есть ракетчики. Можно высаживаться и просто садить ракетчика в домик. Да, все верно, и пробивать эту вышку. Можно было, конечно, бы и рейнджера привести, перехватить, но Сайз этого не делает, просто вышку уничтожает. Так, тем временем перехват. Да, Humanity привел Ребеля, будет вышку пытаться перехватывать. Захват справа. Сайз две вышки себе взял и взял также себе арт-платформу. Нужно ракетчика в дом садить. Хаммер возвращается. И, кстати, третий сапплай. Дал третий ресурсный центр и добывает. Можно, в принципе, здесь есть рейнджер, да, и можно захватывать просто здесь еще и нефтепереработку для СВГшника. Скидка на те же хаммеры очень даже было бы неплохо. Три технички здесь охраняли захват. Захват удался. Ну и все, сейчас в активе у Humanity уже 4 вышки. Что же касаемо Сайза, одну ему подорвали, у него осталось только 3. Токсотрактор приехал здесь высаживать
точнее выселять пехоту, но она вышла заранее и в принципе Токсатрактор справляется с этой пехотой, никаких проблем. Так, тем временем пехота от Humanity, но тут рейнджер в домике сидит и ракетчики просто закрываются. Хаммеры поехали на левый фланг и пачка очень даже большая, разве что тут еще ракеты Тоу добавить, а тем временем подрыв. Подрыв вышки, но как-то неудачно. А вот подрывники разделяются, и все, вышка минус. И вполне возможно даже сейчас электростанцию Бигсайз потеряет. Двух подрывников, в принципе, должно хватить. Да, все верно, минус энергия. Но есть электростанция справа. Ставится стратегический центр, но тогда его надо как-то защищать, может быть, поднаспамить пехоты и просто посадить сюда в домике, и, в принципе, будет нормально. Еще бы турель бы здесь бы дать бы где-нибудь ими патриоты, было бы вообще шикарно. Ну и пошел замес. Замес на центр. Здесь Humanity пытается как-то сражаться с этой огромной армией хаммеров. Ну, не знаю, может быть, стоило ракетчиков в домик посадить, но здесь Токсатрактор. Уничтожить, отправить один хаммер, уничтожить Токсатрактор. Кстати, выучил Сайз Тоу. И ракетчиков посадить просто в домик, и пускай они прикрывают эти хаммеры. Но Сайз этого тоже не делает. Просто сражается с квадами в открытую. Также здесь есть ракетчики, но в принципе Сайз справляется. И справляется, я бы даже сказал, успешно. Там только один хаммер, по-моему, был потерян. Основная пачка по-прежнему жива. Ну и надо потихоньку выселять, конечно, уничтожать, точнее, эти норы, отменять позиционку глашнику. Квадами воюет Humanity, есть техничка, ракетчики. Джарман Келл уже вышел, а значит готов дворец. По-прежнему война с квадами, в принципе, Сайз работает. Так, а вот высадка, конечно, но это Джарман Келл. Отработал Джарман Келл хаммер. И вся пехота просто здесь полегла. Ну вот сейчас хотя бы Сайз бы не мешало бы высадиться. Ну наконец-то подрывник прибежал. Но он что-то тут как-то подзалагал. Не совсем как-то или Humanity отработал, или подрывник сам по себе так как-то... ну, может быть, какой-то глюк. И в итоге захотел себе хаммер Humanity забрать, но не вышло. Сайз уничтожает. Остался только из всей пачки один хаммер и медичка. Тем временем ракетчиков, смотрите-ка, Сайз посадил в домик. Здесь рабочий прибежал и ставит норку. Если эта норка прокатит, то можно, в принципе, выводить отсюда квады и просто стричь чинуки. Тут два ракетчика еще прибежали, но они тут не к месту. Домики все заняты. Сайз устанавливает филд и ставит патриот на защиту. Отлично. Ну вот эти дома было бы неплохо бы занять. На самом деле, стратег-центр был бы под защитой. Выехали на центр камеры. Кстати говоря, еще и томагавк здесь даже появился. Пробивается норка, причем норка пробивалась через томагавк, она каленая. Ну и появляется квад. И слушайте, и появилась первая Аврора. Но Аврора сразу же причем сбривается. Норку пробил, но потерял Аврору. Аврора достаточно дорогое удовольствие на самом деле. Надо бы как-то, наверное, аккуратненько. Высаживается Сайз заранее. Здесь катаются рокетбаги. Конечно же, просто пехота их будет намного лучше как-то отгонять, чем хаммерами с пехоты. Потому что эти хаммеры будут просто уничтожаться вместе с ракетчиками за раз от рокетбаги. Ну, конечно, если бы она бы еще бы с грейдом была бы, то было бы куда шикарнее. Ну и Спектр Ганшип полетел пробивать вышку. И вышка, по всей видимости, будет минусована. Так, а тем временем Бартон. Через ракетчика не удалось вышку закрыть. И Бартон просто сейчас, я думаю, ее просто, подорвет. А10. Пробивается норка. И Баттлбасс. Баттлбасс закроет, в принципе, здесь томагавк. Но хаммеры, я думаю, что должны справиться. Да, уже остался тут буквально чуть-чуть тут пробить этому басу. И бас переворачивается. Но баги с апгрейдом. И хаммеры отступают. Уже две альфа-авроры у Сайза. Патриот пока только рядом с филдом. Ну, слева, может быть, тоже стоило дать Патриот. Ну, хотя я бы не сказал бы, что Humanity сильно атакует. Он дефается, ставит черный рынок. Причем как-то так в открытую, я бы сказал. А там две авроры как раз-таки летят. Но я думаю, что они будут пробивать позиционку. Да, минус нора. Но остается только канализация от стингер позиции. Ну и продолжается. Теперь уже на левый фланг здесь перемещается Сайз. Справа, в принципе, себе все позиции здесь забрал. НПЗ, кстати, захватил. Отлично. И теперь слева работает по саплаям глашника. Рокетбаги уничтожают домик. Здесь рабочий побежал направо. Ракетчиками уже можно было бы и стрелять. И работает опять Альфа-Аврора и минус нора. Надо бы пробивать, конечно же, эти рокетбаги. Но я говорю, Humanity почему-то... мало от него таких активных действий, он больше обороняется. А было бы неплохо бы подрывов хотя бы парочку привести, почему бы и нет. Пробивается опять норы, и слева также домики были пробиты, норка до конца не закрылась. Ну вот, смотрите, вот правый фланг, по сути, да, вот здесь же можно попробовать проехать, тот же стратег-центр подорвать. Но Humanity просто сидит у себя здесь на позициях, обороняется. Опять заезжают хаммеры, уничтожаются квады, ракетчики сейчас будут также в минусы. И Сайз, кстати говоря, уже себе 4-й ранг набрал, и вновь Аврора.
И минус нора. Еще одна позиционку. Потихоньку выбивает сейчас нижний боец Глашнику. Выезжает опять рокетбаги, и Хаммер будет минусоваться. И новая армия. Полетели опять Авроры. Снова пробитие, в этот раз нора полностью закроет. Ух ты, какой залп шикарный, слушайте. И минус вышка, и норка также закрыта. Стингер выбивается. Саплай, мне кажется, уже можно просто начать продавать. Токсотрактор приехал. Вопрос, зачем он здесь? Ну, заблокирует он тут казарму на какое-то время. Но есть Барт, тут еще и рейнджер пробил. Да, все просто Токсотрактор сейчас отлетит. И норка, кстати, не прокатила. Ну вот тут ставится. Так он Токсотрактор повыселял вот эти дома, но Альфа Аврора. И минус просто нора, и рабочие, и пехота. Вот, ну, ничего не получается на самом деле. Слева вновь камеры. Ракетчики также здесь помогают. Опять норка будет минусована. Снова Альфа Авроры в количестве 3 штук полетели. И саплай просто до свидания. Да. Все, минус. Вот и первый саплай. Слева уже у Humanity потерян. А он квадами поехал направо, и рокетбаги. Ну, наконец-то. Давно уже нужно было предпринимать подобные действия. Появляется, кстати, молекулярная пушка уже у СВГшника. Полетел Спектр Ганшип пробивать саплай. Но, правда, на доке здесь я бы не сказал, что уже так много. Может быть, даже стоило выбить военный завод. А лучше бы даже, наверное, черный рынок, вторичную экономику выбивать. Тем временем квады справа заблокировали Supply Size. Но здесь опять Альфа Аврора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почти собственное НПЗ тут пробил, а квад дальше идет. Надо пробивать стратег-центр, конечно же. Ну и было бы неплохо, как я уже ранее говорил. Ох ты, минус энергия, Сайз. Ну как небрежно. Ну это Сайз, конечно же. Опять пробивается все слева. Здесь и норы, и домики. Тут, ну, вышку было бы неплохо уже пробить. Минус просто Хаммер. Хаммер не стоял, не контролировался. Ну и медички также будут сейчас просто закрыты. И, кстати говоря, появляется вторая молекулярная пушка на карте. Но нет энергии. Сейчас у Сайза нет энергии. Поставил дроп-зону. Что же касаемо экономики, кстати говоря. Ну вот слева ресурсы практически все. Кстати говоря, ставится электростанция. А вот справа, ну тут на доке тоже 3300 осталось. На коробках здесь тоже достаточно мало. Что же касаемо по вышкам, вышка у Сайза только одна остается. Конечно, дроп-зон было бы неплохо добавить. А тем временем квады и рокетбаги заезжают. Наконец-то на базу к Сайзу. Вылавливает момент Humanity. И пробиваются просто сейчас Авроры. Ну вот квада не хватает. Еще бы хотя бы одного. Ну добить бы. Да, добивается. Но приезжают Хаммеры. Доезжают Хаммеры все-таки. Но потери. И потери достаточно серьезные сейчас у Сайза. Он теряет свои Авроры. Да, конечно же, Humanity здесь уже потерял свои юниты. Сайз отбивается. Но потери серьезные. Ну вот две есть тут справа. Но пробивать, конечно, рокетбаги, пока она стоит рядом с филдом и с дроп-зоной, было бы как-то нелогично, наверное, потерять еще и одно здание свое. Поэтому просто закрыл через Хаммер. Но, правда, Хаммер, собственно, и потерял. Топливная бомба. Минус вышка. А что же касаемо вышек Humanity? Ух ты, еще и двойная А10, и просто минус нора. И все, и пробивается еще одна норка. И черный рынок был закрыт. Ну, правда, потерял, конечно же, Альфа Аврору по юнитам. Ну, как же больно Humanity. Ну, как же ему больно. А тут спамится еще одна наземная армия, слушайте. Ух ты, и ребель-амбуш. И ребель-амбуш, и минус Аврора. А вот и вторая садится. Так надо и ее пробивать. А может быть, даже стоило и сюда ребелей отвести. Еще и здесь филд заблокировать. Ну пробивай же, Humanity. Ну в чем же дело? Так, а здесь, я так понимаю, хотел перехватить ресурсный центр. Но есть Хаммеры. Ух ты, добьет, не добьет? Не удается. Не удается Аврору закрыть. Ну и через Хаммеры просто сейчас отлетит этот самый ребель. Ну, на самом деле, неплохо. Аврору одну, по-моему, он тут отменил. Можно было даже попробовать бы перехват какой-то сделать здание, но не вышло. Так, а тем временем выпад слева от Humanity. Здесь сбросились листовки с цитатами, но не захотел Глашник их читать и отъехал. Минус Аврора. Пробивается несколько юнитов к Глашнику. Тут тем временем спамятся ракетчики, но ракетчики сразу же от квадов погибают. Но с двух сторон, тем не менее, сейчас Сайз Humanity зажимает, и вся его армия просто сейчас падет. Через 45 секунд уже будет запуск молекулярной пушки. И снова полетел Спектр Ганшип. На этот раз уже пробивать тот самый военный завод. Кстати, это уже по счету третий. Перестроился, кстати говоря, Supply Humanity, который был уничтожен. Оставшиеся коробки здесь забрал. Ну и потихоньку наращивает вторичную экономику. То есть как бы не собирается еще пока сдаваться. Ну хотя еще можно в принципе воевать. И 5-й ранг уже скоро у Humanity. Там и токсобомба, и скрытая атака. И может быть даже это как-то его спасет. Но пока, мне кажется, Humanity ну не хватает агрессии. И опять минус норка здесь. Сайз работает и по юнитам вдарил. Supply, кстати, перестроил. Но экономика-то есть. Экономика есть, еще можно сражаться. А вот у Сайза, ну дроп-зона. Одна вышка, как бы уже ресурсы-то как таковые кончились.
Сайзу нужно, конечно же, сейчас выбивать Глашника и в центре просто начать добывать деньги ему, ой, как нужны. И вновь позиционка пробивается, потеря Авроры, ну как, ну печально на самом деле, и запуск молекулярной пушки. Пробивается сразу же Дворец. Следующим на очереди идет военный завод. Ну, я так понимаю, что сейчас просто достанет до черного рынка. Да, все верно. Хороший залп. Минус 3, в принципе, таких жизненно важных, наверное, здания сейчас для Глашника. Дворец минус, военный завод минус и минус черный рынок. И, кстати говоря, с помощью спектрганшипа же еще сайт закрыл военный завод. Остался только один. Нужно дворец восстанавливать, иначе рокетбаги не будет. Ну, а что же касаемо центра, я бы сказал, вот больше, наверное, позиции слева на центре, то Глашник просто их теряет одну за другой. Вроде бы как восстановился, но опять просто сейчас все теряет. Хаммер дорабатывает тут оставшиеся от норы канализацию. Также нужно пробивать, естественно, и ресурсный центр. Тут остатки от него, ну, через Аврору просто это все сейчас закрывается. Слушайте, а Сайс ведь даже уже и пехоту-то толком не спамит. Он работает уже пустыми хаммерами, но там есть ракеты ТОУ, которые, в принципе, беспроблемно закрывают остатки от нор, остатки от саплая. Ну, я думаю, что Сайс в скором времени просто будет переходить уже вот на вот эти коробки, начинать добывать, и вновь пробивается позиции. Был тут выпад вправо, добил оставшуюся вышку Humanity Сайзу. Ну, в принципе, этот саплай уже можно продавать. Но вот стратег-центр абсолютно не защищен, но у меня сложилось такое уже ощущение, что у Humanity просто нечем уничтожать этот точнее, этот стратегический центр. Авроры продолжают летать, Чинуки перемещает Биг Сайз как раз таки на центр и просто сейчас начнет добывать. Молекулярная пушка готова. Куда же ее будет запускать СВГшник? Еще минус вторая, и все, вот он, открытый ресурсный центр. Стингер, конечно же, тут возможно даже и восстановится, но я думаю, что Сайз без проблем все это дело закроет. А тем временем ракетчики, слушайте, и пробивают-то стратег-центр, и Батлбас заехал. Заехал Батлбас, пробивается здесь дроп-зона, но надо бить филд. Надо бить Альфа Авроры. Справа тут квады. Слушайте, а стратег-центр вполне возможно сейчас Сайз-то потеряет. Все-таки квады еще подъезжают, сейчас помогут. Батлбас закрывает все-таки, я так понимаю, дроп-зону. И решается на залп Сайз, и сам же ее по итогу-то и добивает. Ну хотя бы филд выжил, уже неплохо. Хаммеры закрывают саплай. Ну и на пути Стингер можно, в принципе, его также уничтожать. Стратегический центр потерян. Альфа Аврора залетела и убила просто остатки юнитов сейчас Humanity. Но Ребель-амбуш. Ребель-амбуш и просто минус 2 Альфа Авроры. И получается, что филды-то пустые. Ну хотя 2 выжили. 2 выжили, но добить их нечем. И снова спектр-ганшип полетел. С помощью хаммеров, естественно, сейчас Ребель-амбуш-то закроется. Ну и военный завод. А военный завод, я так понимаю, последний сейчас у Humanity. Он больше не отстраивал. Да, и вполне возможно, что просто он сейчас закроется до конца. Да, все верно. А Supply просто распродал, и новый военный завод сейчас возводит Humanity. И двойная А10 минус черный рынок. Шикарно. Шикарно Сайс работает. Агрессии. Больше бы агрессии Humanity. Тем временем луч идет по черным рынкам. Сразу же пошла распродажа, но не успевает Humanity. Просто минус 3 черных рынка за один залп. Возможно, еще и сейчас ресурсный центр потеряет. Да, все верно. Справа здесь есть, в принципе, атака и токсобомба. Слушайте, минус 4 хаммера. Ну, шикарно. Хуми, молодец. Вот это уже вот действительно что-то. Ну вот справа, смотрите, как Глашник здесь отстраивает норы. И если, конечно же, еще поднаспамят, если еще есть с чего, конечно, наспамить, ну вот черный рынок отстраивается сейчас новый, но на базе нет ни одного. Экономика вся кончилась. Сайс выбил все позиции Глашнику с центра и просто сейчас добывает здесь самостоятельно. Деньги сейчас у СВГшников, в принципе, какие-то есть. Нужно, конечно же, наспамить какую-то сейчас армии. Нужны Авроры опять, но филд пока блокирован. Тем временем пробивается здесь семи-патриот. Подрыв соорудил Humanity. Уничтожается, в принципе, этот патриот. Тут есть рейнджеры после этого патриота, рейнджеры с флешками. И, соответственно, сейчас просто уничтожатся остатки от этой армии в виде этих ракетчиков. Беспроблемно, на мой взгляд. Приехали квады. Приехали квады, отменяют чинуки. И снова луч, и минус военный завод, минус стратег-центр. И даже, наверное, до казармы доберется. Да, шикарно. Скрамблер где-то даже слышу. Спамятся еще квады, еще есть, в принципе, на что спамить. Но вот черный рынок строится, и он будет единственный. А этот черный рынок будет копить деньги на армию просто целую вечность. Тут просто, наверное, уже безвыходное, мне кажется, у Humanity положение. Если у него еще, конечно, есть какой-то козырь в рукаве, но у него есть, в принципе, скрытая атака.
У него есть скрытая атака, если есть еще какие-то юниты, чтобы что-то оттуда вывести и просто попробовать пробить Сайзу базу. Но вот квад прикатил, причем одиночный, и даже рабочего смог Humanity сейчас привести и просто строить норку. Распродажа филда, продажа саплая. Хаммеры, я так понимаю, сейчас будут назад возвращаться, уничтожили здесь Стингер. И вот, пожалуйста, скрытая атака как раз-таки под командик, под молекулярку, но сброс листовок. Сброс листовок и просто вся армия сейчас заморожена. Лазерлоки, плюс еще и камеры вернулись. По сути, это скрытая атака вообще в никуда. Пытается здесь Humanity пробить электростанцию, но, мне кажется, с помощью камеров и ракетчиков все это сейчас просто на изи закроется. Даже электростанцию забрать не удалось, и скрытая атака закрывается. Откатываться она будет еще достаточно долго, а юнитов, я думаю, что у Humanity уже просто нет в обойме. Ну просто Сайз, мне кажется, в своей манере просто уничтожил. Просто проехался по своему сопернику. Да, какие-то попытки атаки Humanity принимал, но по сути, ну что он там сделал? Ну, стратег-центр убил, ладно, разочек там, да. Альфа Авроры уничтожал, ну хорошо как бы. Но тем не менее, Сайз постоянно восстанавливался. Вот снова бьет Спектрганшип, уничтожает последний военный завод. Хаммеры приехали уничтожать Нору. Эти позиции, в принципе, также закроются такой армией без проблем. Экономика у Сайза есть. Ну вот дроп-зону еще можно, в принципе, одну дать. Стратегический центр отстраивается. Но нет, в принципе, и даже и филда сейчас у Сайза, чтобы отспамить эту Аврору. Но у Humanity положение, мне кажется, еще куда хуже. У него даже саплая нет, и Humanity терпит поражение. Мы победили. Хороший бой получился, на мой взгляд. В принципе, я, может быть, как-то не совсем хорошо сейчас высказался о Humanity, но если бы это был Бойко, а не Humanity, то мне кажется, что не было бы такой длинной игры. Просто бы Бойко заподрывал бы Сайза. Просто не дал бы ему, наверное, развиться. И игра бы закончилась довольно быстро. Но получили то, что увидели. То есть это был Humanity. Humanity решил сыграть по-другому. Ну и в итоге все это привело к поражению. Да, были хорошие попытки как-то Сайза сдержать, но Сайз сделал в своей, все-таки, мне кажется, манере. Просто бешеный спам, постоянная атака воздухом. И, по сути, не оставил, наверное, даже какого-то, ну там, одиночного хорошего шанса на того, чтобы как-то Сайза остановить. Ну что ж, а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.